Вітаю вас! Я Світлана, и вы потрапили до мого саду під Киевом. Сегодня расскажу, где сажать гортензию, где она будет лучше расти и цвести. На солнце, в тени, полутени. На примере моих 45 кустов гортензий, пока 45, черенки мои подрастают, и молодые, прошлогодние, и новые, которые сейчас мы с вами начеренковали. Сейчас все расскажу и покажу на моем примере. Очень часто в комментариях вы задаете вопрос, почему ваши гортензии растут на полном солнце, а цветут ярко и у них не сохнут соцветия даже на солнце. Совсем скоро, уже через 5,5 недель, весна. И в начале марта, пока почки спят еще, можно пересаживать растения. До стабильно теплых дней позже начнется сокодвижение, и лучше гортензии, да и все растения с переменой места жительства оставить до осени. Так вот, как раз вы успеете пересмотреть те кусты, которые, на ваш взгляд, бедно цветут или плохо растут, когда узнаете, что я вам расскажу. Сажать гортензии на самом деле, и вы удивитесь, можно в любых местах сада. И на полном солнце, и в тени, и в полутени. Все зависит от других составляющих факторов. Вначале разберемся, что такое тень, полутень, ажурная тень и полное солнце. Начнем с глухой тени. Что это такое? Это место в саду, куда солнечные лучи попадают всего на часок, в конце или начале светового дня, или совершенно не попадают. Например, узкое место между домом и забором, особенно с северной стороны, или под кроной больших, взрослых, лиственных или хвойных деревьев, если у вас такие есть. Или даже если у вас лес примыкает к участку. В лесу массивы деревьев и даже с солнечной стороны закрывают солнце. Пробраться лучиком к вашим гортензиям не удастся даже с южной стороны. У нас на участке такое место за домом. Дом расположен в глубине, и это место совсем небольшое, около 5 метров. Там мы расположили мастерские, дровник, компостную яму, и место просто так не гуляет. Но гортензии я туда не сажаю. Да и другие растения тоже. Пыталась какие-то овощи выращивать. Плохо все растет в тени. В глухой тени. Тень. Тень – это такая часть сада, где солнце освещает клумбу всего до 3 часов примерно. У нас такое место есть. Из больших деревьев там пара высоких фруктовых деревьев. Я разрешила им быть повыше, чтобы из-за забора им попадало солнце. Любоваться солнышком. У меня еще там маленькая клумба расположена для подращивания черенков и для всяких моих садовых экспериментов. В тени располагать гортензии лучше не надо. Расти-то они там будут, но могут или не цвести, или скудно цвести. Ветви будут вытягиваться в поисках лучей солнца, иметь маленькие такие рыхлые соцветия, редкие, могут совсем не менять цвет от заявленного по сортовым качествам. Побеги будут тоненькие. Ну и со временем такая гортензия, скорее всего, пропадет. Если у вас есть такой случай, намечайте пересадку на весну. Полутень. Полутень – это те зоны сада и клумбы, где растения могут насладиться солнечными лучами 4-5 часов утром
или после обеда, или 3 часа утром, 3 часа после обеда. Это уже полутень. В такие места можно сажать гортензии. У нас эта зона находится перед выходом с террасы. Но террасы, которой еще нет, но стоят фундаменты. Вот тут мы часто любуемся розами вдоль дорожки, а с другой стороны у меня гортензии, пионы и хвойные. В такие места можно сажать гортензии, и им тут будет комфортно. Но есть одно но. Возможно, некоторые сорта с краснеющими или ярко-розовыми соцветиями будут не такие яркие, не такие бордовые и не такие большие соцветия, а цветы в них будут мелковатые. Чтобы сориентировать вас, у меня посажены в полутени гортензии полярный медведь, фантом, ванила фрейс и скайфол. Тут тень от дома. Так вот, в этом году я увидела, что у фантома, оказывается, невероятно красивые соцветия. Мультицвет. И салатовые, и розовые, и кремовые, и белые. И я это увидела только на черенке от этого куста фантома, высаженного штамбом. На солнце, перед домом, на самом солнце. Сейчас немножко от ивы Мацудана совсем попадает тени, а так целый день солнце. На газоне вот этот маленький. В полутени у маточного, скажем так, куста гортензии я этих оттенков не наблюдала. Я даже не могла сразу узнать и в сорте засомневалась. Подумала, то ли мутация какая-то произошла, что это за гортензия. Во-первых, огромные соцветия и цвет. Цвет меня удивил. Потому что фантом раньше у меня такой совсем и не был. Не играл оттенками так. Ажурная тень. Ажурная тень – это солнечные места с притенением редкой ажурной листвой от высоких деревьев. Ветер колышет ветви дерева, и тень постоянно двигается. Не такая стабильная, как от дома, например. От дома ажурной тени понятно, что не будет. У меня из высоких деревьев вот эта ива Мацудана, которую я вам сказала. От нее тень попадает на штамбовые молодые гортензии, на фантом, скайфол, вот еще ближе к Мацудане растет. И тут им хорошо, вообще хорошо. На мой взгляд, это место одно из лучших. Ажурная тень. Гортензия и нарастает на солнце быстрее, и выше, и соцветия крупнее, и по окрасу совсем другие, как в полутени. Ну, конечно же, все зависит еще от обрезки, от ухода, но мы сегодня про место посадки говорим. Ну и что? И солнце. 90% моих гортензий растут именно на полном солнце. Это места, где тень всего на часок-другой или совсем ее нету. У нас это получается почти весь участок. Мои хвойные растения еще невысокие. Из соседских построек близко пока только один большой желтый дом. Но он так расположен с восточной стороны от нас, что тень от него на мой сад падает где-то до 8-9 часов утра, а потом переходит. И весь участок остается на полном солнце. Он не мешает дом соседский ни теплицам, ни розам моим, ни гортензиям. Как я сказала, 90% у меня растет растений на полном солнце. Не только гортензии, всех. Но тут я хочу сакцентировать ваше внимание. Почему же им на полном солнце в 40-градусную жару хорошо? Вокруг нас хвойные леса с 3 сторон. Буквально на всех соседских участках сосны самосевом тоже растут. У нас до леса 3 минуты пешком.
Ну, а если дорожку перейти, то уже такая редкая поросль сосен прямо через дорожку. И леса хвойные такие большие и взрослые, наверное, столетние или 300-летние, я даже не знаю. Заповедные у нас тут места. Общая влажность воздуха очень повышена. Из леса идет. Вечером влага начинается часов с 7, а в утреннее время роса на всех растениях, влага, держится до 9 или даже 10 часов летом, пока ее солнце не испарит. Буквально полив по кроне ночной происходит. Для роз это, конечно, не очень хорошо, а для хвойных и гортензий самое то, что надо. Еще под всеми гортензиями я в прошлом сезоне, 23-м, проложила капельный полив. На дневное время, чтобы полив был. Земля у меня постоянно влажная. Не каша стоит из земли и воды, а влажная. Если пальчиком потрогать, влажная земля. Так вот, если у вас городская застройка, участок где-то в пригороде близком или в городе, или плотная застройка поселка, ветреные места, вдруг без лесов вокруг, где-то посредине поля. Южный регион, допустим, там повышенные летние температуры почти постоянно, то тогда вам гортензии на полном солнце не стоит сажать. Не надо. Чуть-чуть с поливом задержитесь, и все соцветия сгорят. У меня, когда автополива не было капельного, не автополива, а капельного, у меня сохли соцветия, даже несмотря на то, что леса. Надо днем, чтобы еще полив был. Так вот, у гортензий, если соцветия засохнут, то все, ждите только следующего сезона. Поэтому выбирайте для посадки вот 100%, не прогадайте, ажурную тень или самую легкую полутень. В самое жаркое время пусть будет тенек какой-то, а все остальное время солнышко. У вас будут крупные соцветия, красивая форма куста, но вы еще обрезкой подкорректируете, яркие цвета, сортовые качества вы увидите невероятные. Я увидела и Фрейс Мельбу, и Ванилу Фрейс, и Фантом. Фантом меня вообще удивил. Ну, еще хотела что сказать. Крупнолистные древовидные гортензии, конечно, больше любят полутень, чем солнышко. Это если с метельчатыми сравнивать. Но у меня растут и на солнце, и в полутени, и в ажурной тени, во-первых, потому что их много, всем определенных мест не найдешь. Ну и я уже так ориентируясь с гортензиями, подружилась, скажем так. Могу их выращивать в разных местах. Думаю, я вас сориентировала по месту посадки гортензий. Намечайте пересадки, новые посадки гортензий, ищите места для своих зимних черенков, если вы этим занимаетесь вместе со мной. И ждем весну уже совсем скоро. Встретимся в новом видео через несколько дней. Всего хорошего!